25 самых интересных фактов про Новый год. Факт первый. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября. Факт второй. Одной из самых популярных традиционных пряностей для рождественской выпечки является имбирь. Факт третий. Выходным 1 января в СССР стало только по указу Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 года. Факт четвертый. Первое документальное свидетельство о традиции наряжать елку относится к началу 17 века. Как утверждают историки, первые наряженные в честь Рождества деревья появились в Эльзасе. Тогда это была часть Германии, в настоящее время Франция. Для срубленных елей, сосен и буков праздничными украшениями служили розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура. Факт пятый. Во Франции до 755 года началом года считали 25 декабря. Потом его перенесли на 1 марта. В XII веке начало года приурочили к Пасхе, а с 1564 года по указу короля Карла IX начало года было назначено на 1 января. Факт шестой. Эскимосы отмечают Новый год с приходом первого снега. Факт седьмой. В Эфиопии Новый год отмечают 11 сентября. Кроме того, в этой стране до сих пор принят старый юлианский календарь. Факт восьмой. В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя открытка. Так появилась традиция обмениваться поздравительными открытками на Новый год. Факт девятый. На Кубе в Новый год всю посуду в доме наполняют водой, которую затем выплескивают на улицу в новогоднюю ночь, чтобы смыть все грехи. Новый год на Кубе называется Днем Королей. Факт 10. В Германии подарки Санта-Клаус приносит на подоконник, а в Швеции – к печке. Факт 11. На елке перед Белым домом в США в 1895 году зажгли первую электрическую гирлянду. Факт 12. В Англии Новый год долго отмечался 25 марта, в День Благовещения, и только в 1752 году первым днем Нового года признали 1 января. К тому времени в Шотландии Новый год начинался 1 января уже более 150 лет. Факт 13. С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рождества, в России находилась под запретом. Советская власть назвала Рождество Христово и все ритуалы, связанные с ним, буржуазными предрассудками и мракобесием. С 1935 года вместо Рождества по указу Сталина Рождество превратилось в Новый год, а Вифлеемская звезда – в красную пятиконечную звезду. Факт 14. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии, Саксония, в XVI веке. Промышленное массовое производство елочных игрушек началось только в середине XIX века, также в Саксонии. Мастера стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками. Факт 15. В Израиле Новый год отмечают дважды – 1 января по-европейски и еще раз в сентябре. Факт 16. В южных странах, где нет ни мороза, ни снега, приходится использовать других персонажей. Например, в Камбодже действует Дед Жар. Факт 17. С началом боя новогодних часов в Англии открывают заднюю дверь дома для уходящего года, а с последним ударом часов встречают у парадной двери Новый год. Факт 18. В лесу родилась елочка была впервые опубликована в 1903 году в детском журнале «Малютка». Через 2 года стихи Раисы Адамовны Кудашовой были положены на музыку композитором Леонидом Карловичем Бекманом. Факт 19. Снеговика начали лепить в XIX веке с непременными атрибутами
ведром на голове, метлой и носом-морковкой. Факт 20. Снегурочку придумали в середине 50-х прошлого века детские писатели Лев Кассель и Сергей Михалков, ведя внучку Деда Мороза в детские представления. Факт 21. В Древнем Египте Новый год начинался в день разлива Нила, в начале лета. Факт 22. Самое большое число рождественских деревьев в Европе продается в Дании. Факт 23. Рекордсменом по рождественским подаркам и поздравительным новогодним открыткам традиционно является США. Факт 24. Мусульманский Новый год, Навруз, отмечают в день весеннего равноденствия, 21 марта. Обычно на его празднование отводится 1-2 дня, а в Иране не менее 5 дней. Факт 25. В Италии существует необычная традиция – выбрасывать из окон в новогоднюю ночь старые вещи. Это может быть как одежда и посуда, так и мебель. Считается, что чем больше старых вещей будет выброшено в новогоднюю ночь, тем больше богатства и удачи принесет Новый год. Это, конечно, далеко не исчерпывающий список фактов о Новом годе, но, на мой взгляд, самые интересные факты здесь присутствуют. И, конечно же, поздравляю всех моих зрителей с наступающим новым 2017 годом. Пусть сбываются все ваши желания и мечты.